Всем привет! Меня зовут Анастасия Семьина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мой собеседник Арто Мустайоки. Здравствуйте, Арто. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я был профессором русского языка в Хельсинкском университете, сейчас уже на пенсии. У меня были всякие другие обязанности. Я был проректором университета, деканом факультета. Все еще я член правления Академии Финляндии. В общем-то, много ездил по России тоже. Так что это. И изучаю как исследователь. Я делаю исследования по поводу разных явлений русского языка. Раньше это докторская диссертация у меня на такую тему типы ударения русских существительных. Это сложная тема. Потом у меня... Я уже прочитала в Википедии. Ага. В общем-то, и потом изучал, например, падеж, дополнение русских отрицательных предложений. Тоже интересная тема. А последние годы я изучал и вообще коммуникативные неудачи. Зачем люди не понимают друг друга. Я считаю, что это самая серьезная проблема в мире. Да, и интересная тоже. А расскажите вообще, как давно пришел русский язык в вашу жизнь и как вообще получилось, что вы начали его изучать? Я знаю, что это какая-то интересная история. И началось все не с русского. Да, в общем-то, я в детстве жил далеко это западная часть центральной Финляндии. Тампре. Нет, это еще подальше. Это Илмайоки. Это такой небольшой поселок. Мой отец был лютеранским священником. И это такой район, где никто не говорил по-русски. И практически все ненавидели русских. А я был очень послушным ребенком. А потом я решил сделать маленький протест против родителей. И я стал носить бороду и изучать русский язык. Да, но я в университете я поступил в германское отделение, изучал немецкий язык и стал магистром немецкого языка, но постепенно переходил на русский язык. И потом уже докторскую диссертацию по русскому языку написал. Я был на стажировке в Ленинграде 2 года. В 70-х годах. Это в самом начале 70-х. И там, в общем-то, научился говорить. А до этого я только теоретически знал русский язык. А что вам больше всего понравилось в Ленинграде? Ну, это, конечно, чудесный город. Это мой второй родной город, конечно. И это, там, это красивый город. И сейчас очень красивый. Там приятные люди. Люди это всегда важнее этих мест. Да. А сейчас вы часто бываете в Петербурге? Ну, кстати, в последнее время я чаще ездил в Москву. Потому что там дела. Но я ездил и по другим городам России. Я был в Екатеринбурге несколько раз. Я ехал на поезде из Москвы в Улан-Батор. Был в Новосибирске, в многих городах. Мне поступил такой вопрос. С точки зрения именно финноговорящего, какие есть самые большие трудности в изучении русского языка и какие могут как раз возникать недопонимания, если финны изучают русский язык? Ну, иногда говорят, что виды глагола это самое сложное явление в русском языке. Но я думаю, что, может быть, для финна это чуть легче. Как раз эта тематика, потому что в финском языке мы выражаем эти же значения, но не с помощью вида глагола, а с помощью падежа. Да. И это, так что у нас есть определенное представление о том, как можно употреблять виды. А я считаю, что как раз моя первая тема, типы ударения, вообще русских слов и подвижность ударения, это очень трудный и важный вопрос, потому что это то, что мы говорим рука, руку, руки и так далее. Это во-первых, это сложный вопрос. И во-вторых, это сильно влияет на понимание. Потому что если мы правильно произносим, и это в русском языке еще это влияет на произношение гласных.
Это окно, окна. Да, И если ударение не на том слоге, тогда это звучит уже совсем другому. да, да, да. Да, и я думаю, что слишком мало обращают внимание на ударение, вот когда мы преподаем русский язык. Ну, сначала, наверное, бояться, испугать. В самом начале. Я хочу... Кстати, это у меня, я писал, даже сделал такие телевизионные программы, где я хотел показать, что в русском языке много общего с финским. Это есть Сиисти. Это чистый. чистый, это чистый, но это заимствование из русского слова, но в русском языке около 2000 таких слов. Я общих. читала список в интернете, вот прямо слова, которые Да. заимствованы из русского. Но не только заимствовано, есть и, скажем, парк или школа, и президент, университет, это все понятно. Да. Хотя в финском языке этих слов нет, но это Да. понятно на основе других языков. Таких слов в русском языке очень много. Люди просто не знают. Я недавно написал такую книгу «Легкое прикосновение к русскому языку». Да, тоже прочитала. И, в общем-то, даже получил определенный приз, вот эта книга. Но это для тех людей, которые боятся русского языка. Я хотел показать, что это не такой трудный, не такой странный язык, как люди думают у нас. Вот я хотела тоже вам рассказать такой момент, что тот факт, что я изучала финский язык, я думаю, помогает мне во многом сейчас преподавать русский. Ага. Обязательно, конечно. Почему? Да. Потому что даже тот факт наличия падежей Да, в финском языке помогает мне понимать, что чувствуют студенты, которые, Да. например, англоязычные студенты, Да, да, да. и для них понятие падежа Да. вообще абсолютно незнакомо, Да. и я понимаю их боль Да. и Это понятно, их да. вообще вот страдания, и поэтому я думаю, что очень важно, когда преподаватель, который преподает свой родной язык, тоже изучал много иностранных языков, хотя Это бы верно, хотя это бы верно, да. хотя бы на каком-то таком Да. начальном уровне. И, кстати, в финском и русском языках есть и много общего. Например, вот достаточно свободный порядок слов, Да. а вот эта так называемая поссессивная конструкция у меня есть в финском языке также. абсолютно. И в других языках мы говорим it is interesting, Да. es ist interessant, Мгм. а в русском просто интересно. Интересно. Так и в финском языке Да. нет Мгм. формального субъекта и так далее. Так Да, что да. удивительно много общих Удивительно черт. много. Да. Какой вы дадите совет всем людям, которые только начинают изучать русский язык? Вот Да. именно, чтобы не бояться, какие должны быть шаги, какие должны быть, может быть, я не знаю, может быть, у вас есть секреты. Но я считаю, что самое главное, это как можно быстро начинать смело говорить. Кстати, русские очень как-то положительно относятся к иностранцам, которые стараются говорить по-русски. И это стоит использовать любые возможности. Просто говорить. Это мой совет. Спасибо большое. Спасибо Здорово. большое вам. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пока-пока. Нормально волосы? А у меня?